Всем привет! Вы на канале Дубль 2. Я Галина. Всем не просто привет, а доброй ночи, потому что сейчас уже ночь у нас без 10-12. Но так как мы не ходим на работу утром, можем себе позволить немножко попозже встать и попозже лечь. Поэтому мы используем дешевое электричество, дешевое время. И стараюсь готовить на дешевом электричестве. Вот, в общем, мне на завтра надо сварить борщик, и пока я варю, я расскажу, как простое косметическое средство смогло подкорректировать мои 2 дня. И планы все изменились, и из-за него мы ходили по врачам целых 2 дня. Но все, конечно, хорошо, слава богу, все обошлось, ничего страшного. Я сейчас расскажу все это поподробнее. Но я рада, что мы посмотрели медицину, которая не только дом здравля, то есть не поликлиника, а именно больницы, те отделения, где лежат люди. То есть целый комплекс в нише существует, огромный. Когда мы проезжали на автобусе, мне казалось, что там, то есть видно было несколько зданий, там кардиология и хирургия. И я знала, что еще внизу там есть хитнопомощь, то есть скорая помощь. Но оказалось, это не совсем так, потому что за ними идет целый большой комплекс. То есть там очень-очень много отделений, разных зданий стоит. И это оказался такой прям огромный комплекс в городе Ниш, где все отделения собраны, чего там только нет. Вот все я даже не перечислю. Ам, Очень много отделений различных. Вот, и, в общем, началось с чего? Что позавчера, перед поездкой, как я вот сняла видео в поселок, в село 9 мая, на селе 9 мая, м, я воспользовалась стиком, которым никогда не пользовалась. Я его купила в России, и, в общем, оно у меня пролежало какое-то время, там, ну, недолго, может быть, полгода. И вот возьми меня, дерни, и я им воспользовалась. Вообще стиками я хочу сказать, что я не пользуюсь. И знала, что это вредно, нехорошо, но тут что-то мне решило подсказать, что попользуйся. Вот, в общем, воспользовалась. Казалось бы, ну что такого? Все пользуются. И к вечеру, весь день ничего, а к вечеру у меня просто место вот здесь вот сбоку, начиная от подмышки и к низу, просто опухло и стало болеть, гореть, как горячее. Конечно же, я сильно испугалась, потому что это могло быть все что угодно. Вот, я сильно запереживала, и на следующий день поэтому сразу поехала к врачу. Поехали мы сначала в дом здравля. Врач посмотрела, сказала, что вообще ничего такого она не видит, но припухшее есть место, поэтому пропейте антибиотики. Вдруг это... Причем она спросила, первое, что она задала вопрос, это вы пользовались дезодорантом каким-то новым? Я сказала, что да, вот я как бы единственный раз почему-то мне захотелось им воспользоваться, потому что он мне просто лежал. Вот, и это именно совпало. Именно в этот же день к вечеру вот такая реакция у меня была. И она сказала, что вполне возможно, что это из-за него. Это бывает частенько. То есть это могла быть аллергическая реакция, это могла быть даже инфекция могла попасть в какую-то ранку. В общем, все что угодно. И она сказала, что пропейте антибиотик, назначила антибиотик. Вот. Но как-то она меня посмотрела достаточно просто визуально. Она не прощупала лимфоузлы, и меня это насторожило. Я сочла, что это маловато информации она обо мне получила. В общем, я такой человек, что я в плане здоровья начинаю себя накручивать. И поэтому мне показалось маловато этой информации. И к вечеру я попросила сына съездить вместе, съездить в хитную помощь, в скорую помощь. Вот. И прям в ночь мы взяли такси и поехали туда. Не особо долго ждали, наверное, может, минут 20, ну, не больше. Вот, и врач тоже сказала, что ничего страшного я не вижу. Вот она уже, конечно, посмотрела меня лучше, она и лимфоузлы пощупала. Она сказала, что ничего такого нет, лимфоузлы не увеличены. Но все-таки вам нужно пройти какое-то обследование, раз беспокоит. Вам нужно сделать УЗИ и
сходить к женскому врачу, там, к гинекологу попасть и так далее. Вот, и к дерматологу. И дала направление, выписала направление. Ну, как бы я успокоилась, что уже ничего страшного врач не нашла, как бы, но все-таки нужно дальше попасть к врачам еще, к другим. И на следующий день мы поехали, вот сегодня мы ездили именно в этот комплекс больничный, где находятся разные отделения. Так, мне надо нарезать картошку. Я ее никогда не положу варить, потом доскажу. Вот, в общем, мы приехали в этот больничный комплекс города Ниш, где находятся различные, там, я даже говорю, что я даже не перечислю, я не ожидала, что в принципе вообще есть такие названия. Во всяком случае, в городе, где мы жили в Подмосковье, у нас близко этого не было. Ну, вот даже, честно говоря, не хочется даже вспоминать все это, потому что там даже не было самых необходимых врачей. У нас закрывали отделения, у нас некоторых отделений не было вообще, просто вот вообще не было. Вот. А город Ниш чуть-чуть покрупнее, чем город, в котором мы жили. В нем 180 тысяч человек живет, а в городе, в котором мы жили, 130. Вот. Разница невелика. Но там не было ничего. И когда я сравниваю, а как не сравнивать? То есть я вижу, как здесь происходит. И, естественно, это само собой получается. То есть у меня, я вспоминаю, сразу нахлынывают у меня различные воспоминания, как было там. И мне просто, у меня прям портится настроение, мне становится нехорошо. Я понимаю, что, ну ведь вот как можно-то было. Вот как можно, оказывается, вот так можно. То есть это касается, я не говорю сейчас про качество медицины, потому что дай бог, чтобы их никогда не испытать. Я говорю сейчас о отношении врачей к людям. Это абсолютно другое отношение. В общем, мы приехали в этот больничный комплекс, нашли, долго искали, потому что обошли аж несколько раз все корпуса, потому что действительно он огромный, и там столько этих комплексов. В общем, все-таки нашли, у него вход оказался там с улицы, с другой стороны. Оказалось, это родильный дом, гинекология. Вот, но немножко не в ту область нас отправила врач, меня отправила врач по хитной помощи. Она сказала, что сходите к гинекологу, но оказалось, что там только занимаются ну, женщинами, которые вот рожают детей, то есть, в общем, молодежью. А проблемами занимаются другие, уже в другом месте врачи. Но вы думаете, нам отказали? Нет, мне не отказали. Меня врач посмотрела, причем это не было ожидание какое-то, это не было, «Ай, подождите, я сейчас там кого-то позову, врач сейчас занят, посидите здесь». Это было 2 минуты ожидания, врач нас тут же позвала, зашли в кабинет, она меня тоже ощупала, посмотрела, сказала, что лимфоузлы не увеличены, скорее всего, что все нормально, какое-то раздражение у вас на коже было, вот, возможно, от этого антиперспиранта. И она также выписала направление дальше, то есть к дерматологу и к хирургу. То есть чтобы хирург еще тоже посмотрел и как бы дал свое заключение. Объяснила, что они занимаются все-таки это роддом, то есть немножко не по адресу. Вот. Мы там понаблюдали, как счастливые папы забирают малышей, как раз в этот период застали, и мам. Вот. И пошли в другое отделение, в хирургию. Но ошиблись по незнанию и зашли не в тот немножко отдел, не там, где хирург принимает, оказалось там, где принимает хирург, вот по таким вопросам. Это, в общем, по субботам, так как была суббота сегодня, вот суббота, в общем, он не работает по выходным дням, только по рабочим. Но мы этого даже не знали, что он находится в другом месте. И мы пошли, как увидели, вот надпись «хирургия», туда и пошли. Оказалось, это тоже типа хитной помощи. То есть туда привозят с проблемами, вот с травмами, с различными. Вот, то есть хитная помощь, скорая. Но я рада, что я там побывала, потому что, опять же, впечатление была масса. В каком плане? Впечатлений положительных. Не ужаса, которого обычно можно насмотреться в российских больницах,
а именно положительного, как все там происходит, какой процесс. И я опять же была под впечатлением просто, что оказывается можно вот так, оказывается можно без ужаса, без страха, быстро. И никто с тобой разговаривает в первую очередь как с человеком. Даже если ты ошиблась, даже ты пришла вообще не по адресу, тебе надо было туда, на другой этаж, который сегодня не работает, все равно тебя никто, на тебя косо никто не посмотрит, тебя никто не отправит никуда. Тебе все равно окажут помощь. И это самое главное. От этого я до сих пор не перестаю там удивляться и восхищаться Сербией, потому что здесь это так. Никто тебя не завернет и не отправит, не, как говорится, не отфутболит. Вот. Возможно, какие-то случаи у людей другие бывали. Пожалуйста, пишите в комментариях, я буду рада прочитать. Но у меня были вот такие случаи, вот конкретно прямо сегодня. В общем, мы попали в это отделение, которое считается срочным. И там получается так, вот вход, очень большой кабинет. То есть вот люди заходят с одной стороны, с другой стороны есть подъезд, человек может приехать на своей машине. Тут же он подъезжает к этим дверям стеклянным, двери открываются, и если у человека, естественно, там травма какая-то, еще что-то, то есть что-то острое, и могут просто родственники привезти на машине, и человек, вот он, вышел прямо перед дверью этой стеклянной, его там каталки стоят, можно его посадят, и тут же завозят уже практически кабинет шаговой доступности, то есть из машины в кабинет. То есть продумано до мелочей. Вот. Дальше, значит, огромный вот этот кабинет, и там работает не один врач. Никакой очереди перед кабинетом нет. Люди сразу туда заходят. И там было, ну, я их, конечно, не считала, но визуально было около 8-10 мест, на которых осматривает врач. То есть огромный кабинет такой, впереди вот так вот большой стол, типа стойки такой, там несколько врачей сидят. И по бокам вот здесь вот по 4, по 5 столов таких вот, куда ложится пациент. Родственники вот привезли, там кто-то был на коляске, у кого-то травма ноги, у кого-то еще что-то. Ну, разные вот такие вот варианты. То есть подвозят сразу, кладут аккуратненько человек, подходит врач, которых несколько, я сразу напомню, и разговаривает, осматривает и принимает решение. То есть все быстро, все настолько удобно, никакого ужаса, никакой толпы, никакого страха, что тебя не примут сейчас. То есть, ну, все по-другому работает, очень все продумано. И я уже сказала, что я была не по адресу. Мне объяснили, что не по адресу, но меня опять же приняли. Никто меня не отправил никуда. Врач меня посмотрел, сказал тоже, что лимфоузлы не увеличены, что, скорее всего, это просто вот раздражение такое от стика. Ничего страшного, ну, как бы сделайте УЗИ все равно, конечно. И дал направление мне вот к этому обычному хирургу, которому не хит на помощь, а обычный хирург. Вот, а мне обычный хирург должен дать еще на УЗИ направление, но я уже не пойду к этому хирургу, потому что в поликлинике мне уже дали направление на УЗИ, вернее, сказали прийти записаться в понедельник, поэтому как бы я этот уже вопрос решила, мне уже не нужно. Вот, поэтому сегодня я снова ходила под впечатлением, что, оказывается, можно вот так вот. Самая большая разница, когда я сравниваю между своей жизнью, долгой жизнью в России, то есть мне уже 50, я, конечно, большую часть там прожила, и я понимаю, что, оказывается, можно было жить по-другому. Оказывается, то, что я испытывала всегда там, вот когда в медицину обращаешься, ты чувствуешь себя ну, не человеком, просто не человеком. Ты всегда либо выпрашиваешь, либо, я даже не знаю, как это объяснить, всегда себя чувствуешь виноватым. То есть ты виноват в том, что ты заболел. Здесь такого отношения нет вообще. То есть люди на равных общаются с врачом, никто там не испытывает никаких эмоций, они приехали, зашли, легли, родственники положили, все объяснили, то есть все четко и по делу, никаких эмоций таких не присутствует абсолютно. Вот, и мне это, конечно же, очень нравится, и чувствуешь себя человеком, потому что тебе никто не отказывает, и тебе не нужно унижаться, либо там доказывать, что ты болен. Вот, поэтому
Вот такое мне еще довелось впечатление испытать. Конечно же, 2 дня у нас должны были быть потрачены на другое, но вот так вот пришлось, неожиданно подкорректировать свои планы. Но я рада тому, что, во-первых, все хорошо, во-вторых, то, что, я посмотрела, как это работает, как работает медицина такая вот уже, не просто здравля, дом здравля, поликлиника, а именно больничные комплексы. Вот. Да, я еще сходила к дерматологу потом после этого, то есть это все достаточно быстро. Меня тут же тоже приняли через 2 минуты. В общем, все хорошо, сделала за один день. А, и посмотрела, что, оказывается, бывает по-другому, не так, как в России. Вот, ладно, я буду готовить, потому что ночь на дворе, а я рассказываю. Вот, хочу сказать, что, милые женщины, не пользуйтесь. На моем опыте, вот не пользуйтесь этими спиками, перспирантами. На собственном опыте вот могу сказать, что я и раньше-то знала, что это вредно, это нехорошо. Но вот такой реакции у меня вообще никогда не было. И, конечно, она довела меня просто до испуга, до такого, что я не знала вообще, на что думать, что у меня такое произошло, что отек дало такой. Вот, поэтому а, всегда у нас есть ванны, душевые, пожалуйста. То есть чем забивать все это непонятной химией, лучше воспользоваться водичкой, и все будет хорошо. Это не вредно. Вот. Так что вот такой информацией я хотела с вами сегодня поделиться. Буду готовить дальше борщик. Всем привет! Распаковочка. Мы купили продукты в Лидле. Сейчас скажу, что почем. Сегодня набрали много как-то мы. Еду для кота в пачечке, 12 пачек, стоит 500 динар. Морковка сегодня была по акции 34 динара за килограмм. Такой салатик, очень свеженький, хороший. Стоил он 44 динара. Лук 45 динар. Печенье. Вес, сейчас посмотрю. Не вижу, не вижу вес, но оно легкое, наверное, грамм 150, я думаю, может быть 200. С обратной стороны. Да, 210 грамм, 109 динар. Хлеб 500 грамм, 99 динар. Мы его берем всегда, очень вкусный хлеб. Он такой, нечто среднее между белым и темным хлебом. Пудинги 54 динара. Айран питьевой, вот такой маленький, 180 грамм, 25 динар. Йогурт тоже всегда берем его питьевой, очень вкусный. Йогурт клубничка, ягода, 1 килограмм, 139 динар. Лимончик, одна штучка, не знаю, сколько тут по весу, килограмм, 180 динар. Печеница, упаковка, 300 грамм, тоже берем их постоянно на бутерброд, вкусно. Либо свинский врат, это шея свиная, либо вот печеница, это 300 грамм, 268 динар стоит. Вот такую колбаску тоже берем не первый раз, хорошая. Я рассказывала, что очень долго не могли найти нормальную колбаску, так чтобы нам понравилась она. Ну вот этот вариант неплохой по цене и по вкусу. 359 динар, по весу здесь 400 грамм. Майонез 116 динар, 300 миллилитров. Яйца 10 штук, тоже были они сегодня по акции, вернее не по акции, а опять же купончик был у меня в приложении, который дает 15% скидку, и со скидкой 190 динар они обходятся. Крабовые палочки 106 динар, 250 грамм. Так, что еще не сказала? Вот такие конфеты мы пристрастились брать. Очень вкусные. 400 динар они стоят. 250 грамм в коробочке. Это вот шоколадные ракушки. Молочный шоколад. Вкусные. Мясо. Свинина.
550 динар за килограмм. 2 упаковочки взяла. Что-то такое. Либо картошку там сделать можно, потушить вместе со свининкой, либо плов. И вот такую пиццу взяли. 400 динар. Ни разу не брали, на пробу взяли. Здесь их 2 штуки. По весу 660 грамм. И что еще? И еще, конечно же, яблоки. Но это уже не в Лидле. Яблочки я беру. Я взяла, есть такой магазин у нас недалеко от дома, Такиянка. Это тоже сетевой магазин. Их по нишу много, мы видели в других районах. И там очень часто бывают яблоки недорого по акциям по каким-либо и вкусные. Поэтому я пристрастилась там брать. Либо на рынке, либо там, в этом магазине, в Такиянке. Вот эти яблоки Гала я взяла там по 95 динар за килограмм. Вот такие яблочки покрупнее. Я забыла, как они называются. Сорт. Вот. А они стоили 128 динар за килограмм. И киви по 180 динар за килограмм. Ну, такие они, не сказать, что они... Нет, они не жесткие, нормальные. Вот 180 динар за килограмм. Соевый соус 250 миллилитров. Стоил он 200, кажется, 20 динар. 220 динар. Вот. Мы сегодня в Лидле купили такую вещь интересную, которую мы не брали ни разу, взяли на пробу. Это такая керамическая тарелочка. Прям тяжеленькая она такая, это керамика. Вот. Где-то сколько здесь, наверное, сантиметров 15 точно есть диаметр. Вес здесь 400 грамм. Это кислое млеко. В общем, это молоко, как это, кислое молоко овечье вперемешку с добавлением коровьего молока. Производство Македония. Стоит всего лишь 210 или 219, что такое, ну пусть 220 динар. В общем, при этом вы получаете еще вот такую тарелочку и очень полезный овечий продукт молочный. Поэтому мы взяли попробовать. Очень это заинтересовало нас. И эта тарелочка тоже. Я считаю, что это очень недорого. Если это будет еще вкусно, то вообще прекрасно. Будем брать. И еще у Лидла дата, день рождения. И в честь этого дарят вот такие пончики. 4 штучки. Практически бесплатно. 1 динар. 4 пончика. Вот. Это была информация в приложении. И мы когда прочитали, там было написано день рождения. И я подумала, так как у меня через неделю день рождения, я подумала, что это в честь дня рождения, как бы мне подарок. А потом мы вдруг увидели, что многие подходят и набирают по 4 пончика себе. И потом мы уже поняли, еще раз посмотрели и поняли, что это речь идет о дне рождения Лидла, магазина. Но тоже приятно. Считайте, за даром 4 пончика. Ладно, все, я готовлю борщик дальше. Всем доброй ночи. У нас уже 11:30 ночи. Я пользуюсь опять дешевым тарифом на электричество. Сейчас быстренько приготовлю и будем ложиться отдыхать. Хочу запечь яблочки в духовке и плов сделать. Вот. А пока буду готовить, расскажу еще о том, как мы занимались легализацией своей квартиры. Об этом у меня уже есть ролик. Вот, называется «Попытка легализации нашей недвижимости», как-то так. Легализации нашей квартиры.
Вот. И хочу рассказать о том, что почему же все-таки мы не попали под этот закон. Потому что мне вот даже моя подписчица еще писала о том, что они тоже занимались, у них там дом нужно было легализовать, и у них все получилось. У них приняли документы, вот, и все получилось. А нам отказали, не приняли документы. И сейчас я объясню, почему. Сначала напомню, что это за закон такой. Это закон о легализации недвижимости, который вступил в силу в этом году, по-моему, в ноябре или в октябре, точно не помню уже. И дата подачи документов на легализацию своей недвижимости была до 7 февраля. То есть уже все. Период закончился, когда можно было подать документы на легализацию. Но мы не сидели сложа руки, мы все это время узнавали. Сначала нам сказали, что можно сделать. Вот. Сказал и адвокат, и застройщик наш. И еще куда-то мы ходили, нам сказали, да, можно, конечно. Но когда мы стали этим заниматься, во-первых, мы потратили некоторую сумму денег, а именно 50 евро на адвоката, которая нам сначала сказала, что можно это сделать, а потом сказала, что нет, нельзя. И как так получилось, почему нам пришлось ей оплатить? У меня есть 2 ролика на моем канале. Один называется «Капкан адвоката», они в 2 частях, первая, вторая часть. Посмотрите, я думаю, что это полезная очень информация будет для тех, кто будет в Сербии, кого судьба заставит обратиться к адвокату. Вот. И в результате, значит, когда мы долго-долго время выясняли, можно ли все-таки или нет сделать нам самостоятельно, без нашего застройщика, легализовать наше жилье, так как наша квартира еще до сих пор не в кадастре, а дому уже 1,5 года, как он сдан. Вот. Но в результате, потратив эти 50 евро на адвоката, ничего не узнав, и еще там потратив много сил, узнать, что хоть какую-то информацию, мы сначала ничего не могли узнать, нам говорили, да, да, можно. А в результате мы все-таки узнали вот что. Именно в нашем доме, пока нельзя было по этому закону легализовать квартиру, то есть чтобы внесли дом в кадастр, только лишь по одной простой причине, что наш дом считается новостройкой, и нашему застройщику отведен срок для того, чтобы он самостоятельно сделал, в кадастр ввел квартиру, зарегистрировал в кадастре ее, аж до 2031 года. Вот. И поэтому, пока не наступит этот срок до 2031 года, мы не можем самостоятельно заниматься легализацией. То есть считается, что это новостройка, которая в процессе легализации до 2031 года. Вот. Поэтому, если только вдруг он не сможет сделать до 2031 года, только потом мы должны заниматься самостоятельно. Вот, так что никакого нарушения в строительстве и в сдаче нашего дома нет. Все по закону. А то мне просто писали некоторые отзывы, что у вас неукниженная квартира. Да, она не неукниженная, дом не неукниженный, а он находится в процессе укниживания. И этот срок аж до 2031 года. Так застройщику дали такой срок большой. Плов почти готов. Яблочки тоже запеклись. Все, спать. Всем пока.